Всем салют! В сегодняшнем видео немного поговорю о второй группе. Здесь тоже произошла жеребьевка. И кратенько о ней пройдусь. Ну, единственное, что я могу сказать, что здесь, в отличие от первой группы, да, три таких явных фаворита на победу. Вот. Соответственно, два из них находятся с левой стороны. Это БАН, 96-й сервер, и ДТВ, это 105-й сервер Союза, да. Это те союзы, которые в чуде последнем заняли первое и второе место. С правой стороны у нас есть союз 119-го сервера 3 икса, да. Это молодой сервер, на котором собрано много сильных игроков, да, мотивированных. Ну, та информация, которую мне сообщили некоторые игроки, находящиеся вот в этих группах. Не один, не два, а несколько больше, да. То есть, и они говорят, что один из самых сильных союзов, один из фаворитов, кстати. Молодой сервер, где очень много свипов десятых, ну, имеется в виду настоящих, да, тех, которые донят, не те, которые, знаете, у нас на старых серверах, у нас там их десятки таких свипов десятых, которые побросали, подарили, играют обычные игроки. Нет, здесь вроде все четко, бьют всех направо и налево, и один из главных претендентов. А учитывая на то, что у нас 96-й и 105-й сервер находятся слева вместе в сетке, да, то шансы, естественно, если брать там изначально по 33%, да, то, соответственно, как минимум по 10% можно убирать смело у 105-го и 96-го сервера, и да, отдавать их 119-му. Соответственно, у него там больше, ну, на победу коэффициент я бы дал больше 50, 55%, потому что все-таки, ну, им 96-му и 105-му, да, нужно решить между собой. Опять же, да, там, если на бумаге 96-й вроде как послабее 105-го, но опять же, это все относительно, да, в чуде это одна игра, в чуде там не нужно быть очень много онлайна, да, то есть выставили защиту героя, поставили, включили автопополнение, включили автолечение и можно отключиться. То здесь будет решать онлайн игроков, кто сможет прийти, кто не сможет, для кого-то удобное время, для кого-то неудобное время. Это будет важный фактор. Плюс средняя линия будет тоже очень сильно решать, да, игроки, которые не входят там в топ-50 арены. Я вот посмотрел топ-50 арены, да, полистал. У 96-го и 105-го сервера одинаковое количество игроков в топ-50. Ну, вот, на тот момент, когда я смотрел. Может, сейчас уже сегодня последний день, с утра не смотрел, не пересчитывал. Может, там подтянулись какие-то игроки. Но вот я пару дней назад смотрел. И 96-й и 105-й, у них в топ-50 одинаковое количество игроков было. Соответственно, очень много факторов, да, которые будут решать, кто победит. Онлайн. Все топы придут, не все топы придут. Вот. Ну и в финале, конечно, с иксами точно такая же ситуация будет, да, то есть важна мотивация, важно, чтобы пришли все игроки. Вот. Ну, и иксов тут нет соперников, да, каких-то сильных. Вот еще тут сильный сервер Dead, вот, с 98-го сервера. Вот мы с ними там в экспе пару раз пересекались. Активные, хорошие ребята, но им не повезло, да. Если бы они были в нижней сетке, да, у них были бы все шансы выйти, хотя бы дойти до полуфинала, да, быть в топ-4. Но их кинули вот прям под каток. Здесь у нас внизу вот эти союзы, да, то есть 4. Ну, кто-то, вот кто из них выйдет, да, я такой прям информации не обладаю, будет даже интересно. Ну, вот мы на стриме поговорим, да, с игроком, который с этой группы, и, возможно, даст больше информации. Но опять же, пройдут и у нас пройдут и четвертьфиналы, в принципе. Ну, но мы не успеем, да, посмотреть на самом деле. Мы к выходным уже будем знать, кто из этих четырех самый сильный, да, у нас уже будет полуфинал. Будут иксы играть с кем-то, но, скорее всего, вот ЛЛС. Вот с ними, скорее всего, я думаю. А может быть и нет. Может, Вив смогут навязать борьбу. Все зависит даже от онлайна. Время довольно-таки неудачное. На мой взгляд, именно, на мой взгляд, время не очень удачное, да, прям вообще разгар рабочего дня у многих. У кого-то там поздняя ночь или раннее утро. Ну, тут не угадаешь, да, то есть у нас игроки со всех часовых поясов. Поэтому подобрать какое-то время удобное, я думаю, невозможно, да, то есть единственное, что день вторник,
поприятнее, чем пятница. Все-таки это не последний рабочий день, да, но такие вот моменты. Ну вот, что тут еще посмотреть? Ну, другие союзы, да, то есть, которые находятся здесь, говорить особо тоже, ну, не в обиду им, я не хочу никого обижать, да, то есть, просто у них шансов нету, да, выйти на полуфинал там. Это нужно, чтобы игроки, там, все топы не пришли, скорее всего, чтобы пройти, потому что очень большой перевес. Такой у нас в игре образовался дисбаланс, да, между сильными и несильными серверами. Но ничего не поделаешь. Такая игра у нас. Так ее сформировали. Поэтому в выходные на стриме, да, уже с игроком с этой группы, подгруппы, мы сможем более детально обговорить и прошедшие бои, да, обсудим. И, ну, тут самое главное будет вот, интересен полуфинал, да, между 105-м и 96-м сервером. Кто из них победит, сделаем ставки, да, и, соответственно, посмотрим потом финал, кто станет чемпионом. На этом пока все. Если у вас какие-то есть информации, да, которые я не обладаю, возможно, ну, вот особенно вот мне больше всего интересует этот союз 3 икса, да, то есть новый сервер, про который говорят, что он там всех крошит направо-налево. Было бы интересно послушать, узнать, ну, просто даже исключительно для общего развития лично мне, да, то есть потому что информации у меня немного, у меня там нет игроков так знакомых, которые так далеко играют от меня, я там нахожусь среди пенсионеров, так сказать. Поэтому было бы интересно узнать, да, как там живут молодые сервера, очень сильные. Всегда молодые сервера, они мотивированные, они любят повоевать, они еще не навоевались, они все рвутся в бой. И мне важно, кто ты, что ты, с шашкой наголо несутся, молодцы. За это им всем респект, да, тут такие вот, когда вот экспедиции попадают нас с этими серверами молодыми, они такие зажигательные. Если старые сервера, да, там у нас обычно все тихо, спокойно, ну, дом пенсионеров, престарелых. Вот, на этом все, всем спасибо.